Всем добрый день. Настена, приветик. В общем, приобрела я себе вот такого друга. Да, я давно себе мечтала змею приобрести. Приобрела вот и столкнулась с проблемой. Меня кусают. Я боюсь его вытаскивать. Я так понимаю, что сначала был страх вытащить, да? Да, то есть вот тут я столкнулась с тем, что я-то ее приобрела. Все, я не боюсь их. Но когда она на меня охотится и прыгает, то это страшно. А тем более, когда кусает. В общем, я увидела, что у нас тут Сергей в Краснодаре живет. Спасибо ему, я с ним списалась. Он мне решил помочь, показать, как нужно. И, кстати, как раз сразу вот важный момент. Я как раз себе заказывал террариум и как раз заодно смог поделиться одним террариумом, чтобы он был большой, и, соответственно, чтобы он в дальнейшем на увеличение площади был. Да, в общем, мне сказали, мне помогут. Но не он будет, конечно, это делать. Придется опять мне столкнуться с этой проблемой. Так, вот Надо учиться. основной момент. Вот с чего тебе вдруг вообще нравились змеи? Давно Мне ли? с самого детства нравились змеи. Не знаю почему. Мне нравились змеи, я всегда их любила. Даже в живой природе, когда я видела, для меня я восхищалась просто ими. Всегда не было никакого ни отвращения, ни боязни, ничего. Вот наоборот, с самого детства я ими восхищалась. Никогда не боялась брать в руки, там, если там куда-то где-то там, если тебе дают змею, я ее беру. Говорят, вот бери, она не. А как дома относятся? Плохо. Дома все плохо относятся. Короче, для того, чтобы стали хорошо относиться, нужно показать, что это все мило, хорошо, замечательно и безопасно. Как это показывается у меня в профиле, как это происходит у меня. Да, я не думала, что, оказывается, они так кусаются, и может быть такая проблема столкнуться с тем, как ее вытащить оттуда. Подскажи, а когда ты приобретала изначально, ты пробовала, ты ее в руки брала, держала? Конечно, да. И что, какое было поведение? Она очень прекрасная была, мягкая, доброжелательная. То есть, когда она домой переехала, начались изменения, да? Ну, я не знаю, до этого были ли у нее такие изменения. Сказали, что нет. Говорят, что хорошая была, спокойная. Я так думаю, что я просто неправильно что-то делаю. Так как я никогда с ними не сталкивалась, у меня не было такой, да. Я думаю, что я, наверное, много чего не так делаю. У меня иногда не получается. Вот сегодня у меня был мой первый укус. Да, я поняла, что это такое. Ну как, это больно, не больно, страшно, не страшно? Нет, это не больно, страшно. Блин, страшно, необычно, когда она прыгает, да? страшно, когда она охотится, вот это страшно. Страшно сам вот этот рывок, вот это вот сам страх. А укусила, правда, не больно. Вообще не больно. Мне кажется, вот правда, как комар кусает. То есть вообще особо ничего не почувствовала. Ну, я это сравниваю с тем, когда этот палец, из пальца кровь берут. Вот примерно, Да нет, даже из пальца больнее, да? Да. Да, поэтому это бывает, давят так, что кажется, все, уже там ничего нет. Да. Вот, то есть это, чтобы люди понимали для сравнения. Ну и важный момент, от себя хочу добавить, что когда питомцы переезжают из одного дома в другой, любые живые питомцы, у них может меняться поведение, потому что кардинально другие запахи, другие условия, все совсем по-другому, освещенность другая, все по-другому. Поэтому важно понять, как с ним взаимодействовать в своих условиях. Но когда люди не знают, не умеют, важно понимать, вот кто как себя ведет, кто что делает, и понимать, какие ошибки. Вот мы сейчас будем снимать по-живому. Мне сказали, надо брать крышечку, убирать голову и доставать ее. Ну попробуем. Да, я так делала. Надо с этой стороны. Это мое. Сейчас буду очень бояться, как обычно. Он не будет опять прыгать на меня. Так. Ну, змеи не прыгают, они делают, скажем так, бросок на маленькое расстояние пружинки. Так. А почему ты вот с левой стороны это делаешь? Потому что я правой рукой беру. Да, так, смотри, а тебе можно кое-как облегчить для начала. На момент первый, смотри, ты видишь, у тебя поилка немножечко объема отнимает. Да, надо ее туда в угол, да, наверное, переставить. Но у тебя в дальнейшем, так, судя по конструкции террариума, сейчас я гляну, у тебя будет выход сбоку, сверху в углу, поэтому, в принципе, пускай она даже будет в правом углу здесь, но ты ее можешь сейчас достать просто, даже, допустим, поилку, да, чтобы тебе было удобнее. Я даже поилку боюсь достать, чтобы... Не, сейчас чем меньше бояться, тем проще будет. Так, да. Не кусайся только, пожалуйста. Да он вообще, по-моему, сидит, ему все равно. Да. Он сидит, он как-то на расслабоне и говорит, типа, все хорошо. Ой, можно я его прикрою чуть-чуть? Не, уже процесс пошел, так что давай, открывай полностью, чем больше у тебя доступа, тем легче. Так, ну что же мне с тобой делать? Доставать. Отодвигай до конца. Ну,
И не стесняясь, в темпе вальса просто берешь и так. Ну, а зачем ты его отпускаешь? Потому что я боюсь. Вот ты сейчас, я прям вижу... А что ты боишься? Чего там такого произошло? Ну, блин! Вот так, да? Ну... Страшно, вот куча пилок вылетает. Так, что мне дальше делать? А что Как дальше? мне его держать дальше? Ну, Вот вот он меня смотри, так вот он сейчас укусил. сидит. Сейчас? Вот так он меня и укусил. Он сейчас потом прыгнул на меня на руку. и Смотри, для понимания, вот мы просто берем его, просто даже вот в мою укусил. Да, вот ладошку. сейчас что делать дальше? Подожди, Что подожди. делать дальше? Сейчас, вот конечку. Отпускай, отпускай, отпускай. Вот он как бы сидит. Он, ну его, ну. Ну ты смотри, он Да, сидит у убери меня на его. руке. Смотри, он сидит у меня на руке. Он вообще не агрессивен. Он абсолютно спокоен. Вот смотри. Так, вот. Вот он я. Вот оно мое лицо. Ну просто тяжело себя снимать. Так, ну подожди. Вот посмотри, он сейчас скрутился. Вот так Он вот не я- скрутился, он просто сидит. Хорошо, почему он меня укусил сегодня? Ну это нужно видеть, я же говорю, что вот нужно Я что? попробовать, чтобы он был агрессивным, потому что, ну посмотри, ну ляпа, вообще, ну вот он милаш Вот сидит. он был вот такой, а потом он меня укусил. М, Вот смотри. смотри. Он просто изучает, и смотри, вот мы просто берем, да, чтобы меня было видно, где он там, вот, ой, как он прохладненький. Так, он сейчас будет сваливать, вот он красавчик, не знаю, насколько хорошо видно меня, ну, то есть абсолютно спокойная ручная змея. Сейчас, нам нужно попробовать все-таки, чтобы его как-то спровоцировать его на... Вот смотри, ну смотрите, какой красивый. Спокойный, умиротворенный. Так, давай, красавчик. Не знаю, сейчас, наверное, это будет сложно этого будет добиться. Подожди, вот дай-ка я его просто возьму. Попробуй сделать так, чтобы он тебя укусил Ты все-таки. чё? Так это же не больно. Ой, да нет, вот, видишь, как он... Сидеть. Смотри, ты Так, нервничаешь. Я нервничаю, да. Ты пытаешься, видишь, он в воздухе болтается, потому что ему нужна большая площадь соприкосновения. Вот сейчас просто ничего не делай. Фу, вот так вот у меня и было. Он вот так болтался в воздухе, а потом он меня укусил. Ну смотри, ты можешь это делать Так, над диваном. Так, он опять, видишь, я опять не могу его взять. Все, нет, он опять на меня охотится. Не-не-не, это Да, нужно он изучать. Вот так сидит и охотится на меня. Во-первых, пальцами на него мы не я показываем. не да? показываю. Он у тебя сейчас в руке висит. Ну, то есть у него должна быть, смотри, тут, как сказать, я его могу в одной руке держать спокойно. В чем сложность, в чем разница идет? Вот он сидит просто, он смотрит, он изучает. Дышим, дышим. Смотри, он сейчас на меня смотрит. Нужно ответить. Нет. Вот он смотрит на меня, как ты думаешь, с агрессией, без? Да, мне кажется, да. Смотри, видишь, язык высовывает. Ну, попробуй, чтобы он меня цапнул. Вот моя рука. Ну, цапни меня. Ну, Сейчас он цапни. развернется и цапнет меня. А зачем? Ой. Ой, не надо. Подожди, давай смотрим. Что мы смотрим? Смотрим, что вот как это будет у всех людей происходить, кто Вот не ты знает и не понимаешь, Я умеет. даже не знаю, как его взять. Ты просто над диванчиком держи, чтобы не страшно было, если он вдруг упадет Так. у тебя. Так, вот он у меня падает. И что делать? Смотри, ты его Нет, пытаешься нет, скрутить. вот, Смотри, да. смотри, вот одна рука. И Он что пытается же сползти. делать? Вот, он сполз, да? И что? Тихо. Ну, одной рукой мне тяжело держать. Ты смотри, видишь, он уже... То есть я сделал просто колечко такое. Страшно. Да. Кто-то там говорил, что не боится змей. Вот смотри, видишь, я его не держу, но он подвешен. Да. Он не болтается. Я его не пытаюсь схватить, чтобы он боится, когда его Вот держат. У меня получилось, почему он укусил, потому что вот, когда я его держу, он вот так начинает болтаться в разные стороны. И в этот момент, естественно, я его пытаюсь руками как-то взять, как-то подхватить. А он думает, что ты его хочешь схватить. И чтобы, ну, вот, как сказать, как хищник, да, когда он То есть цепляется. его не надо вообще сжимать, получается. Да, руками. да. Ты просто их держишь вот так вот, и никак ты его не сжимаешь, и никак ты его не трогаешь. Сейчас ему тяжело по мне ползти, потому что я не особо гладкий. Он, кожа цепляется, то есть... Вот видишь, я его даже не держу. Он просто зафиксировался и все. Скажи, вот если ты попала, допустим, в общество незнакомых тебе людей, которые очень большого размера, и они тебя будут очень сильно сжимать, тебе будет комфортно? Слушай, тут походу придется приучаться обоим друг к другу.
Ну да, это просто все очень... Вот видишь, я его даже не держу, он в одной руке, все. То есть он сидит удобно. Я понимаю, что если он начинает там, допустим, выкручиваться, я его держу, я его беру, пальцами, как кольцом. Ну, я там, допустим, покажу опять же на тебе, когда ты будешь брать. Но нам нужно, чтобы ты его спровоцировал все-таки на укус. Да, нет. Ну какой да, укус? ну здрасте. Ну, Что? разик уже было, значит, будет и еще потом. Нужно понять, что ты делала прям сильно не так. Так вот же я показывала. Если бы ты у меня его сейчас не забрал, был бы, наверное, сейчас опять укус. Потому что, когда он начинает вот так выкручиваться и выворачиваться, я его, видимо, хватаю, беру, он в этот момент падает, я его опять... Давай, забирай у меня его мягко, чтобы понимать. Это как? Ну, вот как-нибудь, думай, вот как бы ему было бы комфортно. Вот это у тебя руки горячие прям. Боже мой. Ну, смотри, тебе нужно, чтобы у тебя одна сторона и другая была более-менее в руках, чтобы он не сильно наклонялся. Не бойся, он просто любозно. О, да, он, может быть, даже сейчас постепенно начнет на тебя переползать. Просто это все делается мягко, плавно, без суеты. Вот, нужно распутать у меня хвостик. Я не могу даже, ты же видишь, да? Вот, он просто не делай никаких резких движений. Вот как он ползет, медленно, и просто, чтобы у тебя руки были открыты. Вот он меня еще держится. Это вот, типа, свой. Вот сейчас, вот видишь, ему немножечко он тяжело залазит по руке, Да, потому что кожа, как сказать, их кожа и наша кожа, оно как слегка как резина по резине. Да, то есть мне нужно его, вот как мне его взять в руки, вот это... Да, в принципе, вот смотри, вот я сейчас просто даже беру, вот просто тебе его, просто вот я его беру медленно, да? Да. Вот. Вот он даже в воздухе сейчас, он понимает, что если он высоко, то он упадет, если он будет куда-то выпендриваться. И он дальше сам залазит на меня. Вот, и видишь, даже одной рукой. Да, просто очень медленно, аккуратно. Вот надо было сначала научиться этому, а потом заводить. А как ты этому научишься, если у тебя ее нету, да, соответственно? То есть вот надо сначала... Для этого мы снимаем этот видеоролик, чтобы понимать, что вот так вот можно сесть, и что все хорошо. Да, Фу. красавчик. Да, то он, получается, я его достаю оттуда, я начинаю нервничать, он нервничает, мы вместе нервничаем, он куда-то бежит, я его хватаю. Вот, это важный вопрос, мне его часто задают. Чувствуют ли змеи страх? Да. Ты знаешь, наверное, вопрос не в том, что чувствуют ли змеи страх. Наверное, чувствуют выработку какую-то, может Да быть, вопрос еще даже не в этом. Вопрос в том, что начинаются, видимо, просто неправильные действия. И, наверное, это в совокупности приводит к тому, что, ну, как сказать, у обоих идет неправильное взаимодействие. вообще неправильно. Так, сейчас мы, часть опилок вернем на место. Нам, кстати, нужно будет потом этот пинцетик, которым мы достаем опилки отсюда. Вот. Я тебя хоть увижу, при свете, смотри, переливается. Так, давай еще раз его клади сюда обратно. И что, опять что ли? Да, и снова. Ты понимаешь, чтобы это перестало быть проблемой, это нужно сделать хотя бы раз 50. Пойдешь туда? Нет, он не захочет идти, потому что здесь веселее. Поэтому тебе нужно аккуратно научиться его класть сюда. Ага, еще и класть его надо? Да. Вот видишь, он пополз. А он меня отпустит? Да, ну, конечно, куда же он денется? Я думаю, и сразу я его прикрываю. Вот, Вот. в чем дело. Нет, тут прикрывать это особо не нужно. Вот мы его закрываем, чтобы мы, как сказать, так, тихо. Опа, носик убрали. Вот, мы закрыли. Вот. И теперь снова открываем и достаем. Сразу же прям? Ну, а почему нет? Это такой, да? Ну, да. А попробуй теперь без нее. Ты чего Давай. такое говоришь? Я туда даже не залезу. Ладно, давай, я тебе тут принес. Я тут тебе принес. На, Это что? перчатка. Да. Очень медленно, очень бережно. Он ее, скорее всего, даже не прокусит. Ну, скажем так, она не теплая, поэтому ты очень медленно, аккуратненько просто выберешь и старайся, чтобы еще опилок. Нет, вот видишь, вот эта вот штучка сделана для того, чтобы мы не залапывали стекло. Да, я знаю, я понимаю. Поэтому приучаемся сразу правильно. До конца. Почти до конца. Ты же помнишь, да, чтобы она в конце там не упиралась. Вот. Ну и теперь... Ты вот как будто бы прям хочешь его атаковать. А что нужно сделать? Ты понимаешь, вот наверное. как ты вот, Наверное, да. как бы ты взяла бы что-то аккуратненькое? То есть, во-первых, просто дай большой шириной ладони к нему, чтобы он отодвинулся, и он понял, что... Сейчас, может быть, даже покажу потом на своем примере. Просто бери аккуратненько его, доставай, как будто бы он хороший, милый, замечательный, ласковый. Нет, я боюсь. Ну, ты в перчатке.
И что? Он на меня смотрит. Ну, попробуем, интересно. А ну-ка. Подожди, сейчас давай-ка я попробую. Так, давай поснимай ты меня. Давай. Я сейчас буду без перчатки нарушать технику, очень мягенько, чтобы оно было. Так, смотри, как это можно сделать, нарушая технику безопасности, то есть без перчаток и без инструмента, который мы покажем далее. Они не любят, когда к ним вот так вот тянутся рукой. Ага. Да, то есть это как бы большое тепловое облако для них. Поэтому, но для них важно, чтобы было прикосновение, и они поняли, что никакого вреда нет. Вот сейчас он смотрит, как бы, да, допустим, я что-то двигаюсь туда-сюда. То есть в горизонт мы к нему, к лицу, нежелательно, чтобы преподносили. Вот он уже мои пальцы смотрит, уже видит. Но мы попробуем. Вот, то есть мы уже получили контакт. Он начинает вылазить. Вон просто, видишь, я его просто беру. Он сам на пальчик залазит. Я снизу просто поддеваю еще пальчиком, чтобы он не набрал кучу опилок. Медленно, плавно, в нарушении техники безопасности мы его достаем. Ну, как бы залазить к ним в домик в наглую, ну, скажем так, очень мало кто это позволяет. Вот чтобы понять, что он абсолютно не агрессивен. Так, говорит, кто это? По-моему, я, говорит, это что за человек такой приятный? Чувствуешь, что свои, как это, любители змей. Все, то есть по нему видно, что он, никакой агрессии у него нету. Вот, поэтому, ну, скажем так, я просто понимаю, я чувствую, как они вообще Да, в целом я нет. все змеи. А я нет. Вот он когда Вот для собирается, этого мы вот, это видео да, сейчас. то есть он когда собирается вот в эту вот свою пружинку, Становится и страшно. мне уже становится страшно Потому что все. ты не до конца понимаешь, зачем эта пружинка. Да, я не Вот. понимаю. Давай. Как мы его кладем обратно? То есть я понимаю, что минимум точек соприкосновения. Опаньки мы положили, и он уже лежит.